Добрый день. Рассказывая о типовых схемах включения транзисторов, я ничего не упоминал о режимах работы усилителя. Сегодня я попытаюсь рассказать вам о режимах работы усилителей мощности, которые разбиты на несколько классов: A, B, C, AB, D, E, G, H и T. Разбиение на эти классы произошло задолго до полупроводников. В 1919 году инженер Bell Labs Джон Моркрофт и его стажер Харальд Фрис опубликовали анализ работы вакуумного триода в генераторе несущей частоты радиопередатчика. В этой работе были впервые определены режимы работы лампы без отсечки, режим А, с отсечкой в течение половины периода, режим Б, и в течение более чем половины периода, режим С. В 1928 году Норман Маклаклан опубликовал Wireless World первый подобный анализ двухтактного каскада в режимах A, B и C. Одна и та же схема двухтактного усилителя может работать в режимах A, AB, B и C. Режим задается выбором напряжения смещения на сетках VC. В 1931 году Американский институт радиоинженеров признал эту классификацию отраслевым стандартом. Режим работы усилителя промежуточный между режимами A и B получил название режима AB и широко применялся в ламповой технике, а введенное было понятие режима BC не прижилось. В 1950-е годы классификацию дополнил режим или класс D, режим, в котором активные элементы каскада работают в ключевом импульсном режиме. С переходом промышленности на транзисторы понятия режимов A, AB, B и C были адаптированы к новой элементной базе, но принципиально не изменились. Итак, класс А. Для усилителей мощности необходимо усиление не только по напряжению, но и усиление по току. Этому критерию лучше всего соответствует эмиттерный повторитель. Если усилить сигнал по напряжению без нелинейных искажений, в общем-то тривиальная задача, то усиление по току на низкоомную нагрузку в схеме включения транзистора с общей базой и с общим эмиттером сложная задача из-за высокого выходного сопротивления таких схем включения транзистора. Если взять схему включения с общим эмиттером, то ее можно легко ввести в режимы работы классов A, B, C, AB и D, только от этого будет мало пользы из-за сущности работы транзистора в этих режимах. В схеме с общим коллектором, напротив, легко получить усиление по мощности на низкоомной нагрузке из-за низкого выходного сопротивления этого каскада. Режим А – такой режим работы усилительного элемента, транзистора или лампы, в котором при любых допустимых мгновенных значениях входного сигнала, напряжения или тока, ток, протекающий через усилительный элемент, не прерывается. Усилительный элемент не входит в режим отсечки, не отключается от нагрузки, поэтому форма тока через нагрузку более или менее точно повторяет входной сигнал. В частном случае усилителя гармонических колебаний режим A – такой режим, при котором ток через усилительный элемент протекает в течение всего периода. По определению Бонч-Бруевича, режим А характеризуется тем, что при действии сигнала рабочая точка не выходит за пределы практически прямолинейного участка динамической характеристики лампы. При этом нелинейные искажения минимальны, но коэффициент полезного действия КПД каскада оказывается низким из-за необходимости пропускать через усилительный элемент значительный ток покоя.
В транзисторной радиотехнике каскад, отвечающий процитированному определению, называют недонапряженным, а каскад, в котором на пике сигнала наблюдается насыщение или ограничение тока, перенапряженным. Напряженность в этом контексте есть относительная мера амплитуды входного сигнала. Режим работы на границе недонапряженного и перенапряженного состояния называется критическим. Ток покоя усилительного элемента в режиме А должен как минимум превышать пиковый ток, отдаваемый каскадом в нагрузку. Теоретический КПД такого каскада при неискаженном воспроизведении сигнала в максимально допустимой амплитуде равен 50%. На практике он существенно ниже. Задавая смещение на базе эмиттерного повторителя, мы устанавливаем режим работы каскада на середину линейного участка вольтамперной характеристики транзистора. Это и есть класс А для усилительного каскада. Главное достоинство усилительного класса А – это малые нелинейные искажения. При уменьшении входного сигнала КПД линейно падает до нуля, а потребляемая мощность растет за счет сквозного тока через открытые транзисторы. Давайте посмотрим зависимость нелинейных искажений от входного напряжения. Для начала посмотрим величину нелинейных искажений на входе усилителя. 0,000%. А теперь на выходе при том же входном напряжении 500 мВ. Та же величина 0%. Один вольт 0,01%, 2 вольта 0,01%, 4 вольта 0,02%, 6 вольт 0,04%, 8 вольт 0,06%, 10 вольт 0,10%, 12 вольт 0,223%. И мы получили выходную мощность усилителя при максимальных нелинейных искажениях всего в 0,223%, равную 8,8 Вт. КПД при этом равняется всего 28%. Класс Б. Класс Б отличается от класса А отсутствием смещения на базах. Режим работы каскада с отсечкой в течение полупериода. То есть транзисторы полностью закрыты и открываются только по достижении определенного порога напряжения для каждого полупериода, открывая поочередно то верхний, то нижний транзистор. Достоинство такого усилителя – высокий КПД. Но при этом он имеет высокие нелинейные искажения, вызываемые образующейся ступенькой на синусоиде из-за зоны нечувствительности к слабым сигналам. Двухполярный источник питания и транзисторы усилителя образуют мост, благодаря которому напряжение в нагрузке при отсутствии сигнала равно нулю. То есть в режиме молчания через нагрузку ток не протекает. А теперь смотрим зависимость нелинейных искажений от амплитуды входного сигнала. 1 вольт 30,7% нелинейных искажений и хорошо видна огромная ступенька на синусоиде. 2 вольта 14,9%. 4 вольта 7,5%. 6 вольт 5%. 8 вольт 3,8%. 10 вольт 3%. 12 вольт 2,48%.
КПД при максимальной мощности равен 75%. Как вы видели, нелинейные искажения уменьшаются с увеличением входного сигнала. Но все равно использовать такой усилитель мы можем допустить разве только в мегафоне, но не в хай-фай усилителе. Ваши уши просто завянут от воспроизведения музыки таким усилителем. Еще можно применить такой усилитель в инверторе постоянного тока в переменной, где ступенька на синусоиде будет достоинством, предотвращающим сквозные токи через транзисторы. Класс С. Класс С – это ключевой режим усилителя с отсечкой, когда транзистор открывается только при максимуме входного сигнала. Такой режим неприемлем для усилителя низкочастотных сигналов. Поэтому применяется только в высокочастотной технике, в умножителях частоты либо усилителей мощности. Синусоидальную форму там восстанавливают с помощью избирательных контуров. Класс AB. Класс AB – компромисс между классом A и классом B. Для уменьшения нелинейных искажений в усилителе класса B приоткрывают оба транзистора, но не столь радикально, как в усилителях класса A. Это превращает усилитель в усилитель класса A для каждой полуволны синусоиды. Но в таком режиме за счет тока, протекающего через два последовательно включенных транзистора, протекает ток покоя, или по-другому сквозной ток, естественно, падает КПД усилителя. КПД, конечно, выше, чем у класса A, но меньше, чем у класса B. Вот схема усилителя класса AB. Она принципиально не отличается от усилителя класса A. Только напряжение источников питания V3 и V4 имеют меньшее значение, выводящие транзисторы в линейный режим только для своей полуволны. Ток покоя транзисторов чуть больше 91 мА. Теперь посмотрим зависимость нелинейных искажений от входного сигнала. 1 вольт – 0,09% нелинейных искажений. 2 вольта – 0,26%. 4 вольта – 0,43%. 6 вольт – 0,41%. 8 вольт – 0,03%. 10 вольт – 0,27%. И 12 вольт – 96%. КПД на максимальной мощности 8,7 Вт получился 77%. И это при очень малых нелинейных искажениях. Хотя при сравнении мы видим, что нелинейные искажения класса AB все же выше, чем у класса A. Класс D. Усилители класса D – это шим-усилители, работающие в ключевом режиме, когда сигналы высокой частоты, порядка 400 кГц, модулируются сигналами низкой частоты по ширине, то есть длительности импульсов. Ключевой режим выходных транзисторов позволяет добиваться большой мощности усилителя, так как максимальный ток через транзистор протекает через полностью открытый транзистор. И при низком напряжении открытого транзистора большой ток не вызывает выделения большой тепловой мощности на кристалле транзистора. Декодирование шим-сигнала происходит простой фильтрацией LC-фильтрами. Класс G. Усилители класса G известны сравнительно давно. Toshiba еще в 1976 году применила его в своих усилителях. Но пока что получили распространение только в комплексах сверхбольшой мощности, от киловатта и больше, где они действительно хорошо конкурируют с импульсными усилителями класса D. КПД чуть хуже, но значительно меньше ВЧ-помех.
а у Hi-Fi конструкторов особого энтузиазма не вызывают. Класс G – это дальнейшее развитие усилителей класса AB. В этом случае добавляют еще два последовательных транзистора, которые при превышении определенной амплитуды выходного сигнала запитывают нагрузку от источника питания с повышенным напряжением. Таким образом, на малой мощности работают два транзистора в режиме класса A, а по достижению определенной амплитуды работают дополнительные транзисторы, продлевающие линейную характеристику для данной нагрузки. Мне, кстати, попадал в руки советский экземпляр усилителя радиотехника с выходным каскадом класса G. Но, к счастью, поломка была не в выходном каскаде усилителя, и с ремонтом мне удалось справиться легко. Давайте посмотрим на усилитель класса G поближе. При входном напряжении до 10 вольт на усиление в режиме класса А работают транзисторы Q2, Q3, Q6, Q7. Все остальные транзисторы закрыты. Усилитель при этом развивает мощность порядка 6 Вт. Нелинейные искажения при этом равны 0,13%. И усилитель в это время питается от плюс-минус 15 вольт. КПД при этом равен всего 12%, так как мощность потребления в режиме покоя равна 52 Вт. Но при превышении порога напряжения в 10 вольт постепенно открываются транзисторы Q1, Q4, Q5 и Q8, подавая на усилитель напряжение 65 вольт. Таким образом, в игру включается режим класса G. С увеличением входного напряжения растет и напряжение на усилителе класса A. При входном напряжении 62 вольта мы получим на нагрузке 230 Вт полезной мощности, при нелинейных искажениях 0,22%. При этом потребление мощности от источников питания суммарно достигает 321 Вт. КПД усилителя при этом равняется 230 деленное на 329 и умноженное на 100 равно 69,9%, под 70%, что приближает КПД усилителя класса G к параметрам усилителя класса D. И теперь нелинейные искажения при разных входных напряжениях. 1 вольт – 0% нелинейных искажений. 2 вольта – 0,01%. 4 вольта – 0,03%. 6 вольт – 0,05%. 8 вольт – 0,08%. 10 вольт – 0,13%. 12 вольт – 0,02%. 20 вольт – 0,04%. 40 вольт – 0,17% и 60 вольт – 0,2%. Класс H. Класс H основывается на классе B, только используется повышение напряжения на единственной паре шин питания, вместо переключения между несколькими шинами, как в классе G. А на этом у меня все. Если понравилось, ставьте лайки. Если не понравилось, дизлайки. Подписывайтесь на канал. Всего доброго. До свидания.